Всем привет! В этом видео я расскажу, как я делал вот такой декоративный кирпич своими руками. Ремонт я делал год назад. Вот так ремонт выглядит через год эксплуатации. Здесь кухонный фартук у меня из закаленного стекла. В принципе, все отлично, проблем никаких не возникало. А здесь кирпич просто покрашен моющей краской. То есть можно протирать его влажной тряпкой. И вот такой эффект у меня получился с белыми такими пятнышками. Это кое-где были недокрасы, то есть я подкрашивал его той же краской, но она получилась светлее, потому что вторым слоем красил, либо может где-то со стенок не совсем размешанная была, и получились вот такие вот декоративные пятнышки. В принципе, это не только добавляет натуральность кирпичику, ну а дальше смотрите, как происходил процесс нанесения этой штукатурки. Для того, чтобы сделать такие кирпичики, я купил в магазине стартовую шпаклевку. Магазинчик небольшой, выбора не было, то есть купил еврогипс, изоперлит. Вот то, что там было в магазине, то и купил. И приобрел также канцелярский скотч шириной 1 см. Вот обычный скотч, чтобы сделать вот такие вот швы для кирпичиков, то есть проклеиваем их скотчем. И также нам понадобится там карандаш, либо ручка, у меня ручка, и измерительные приборы, рулетки, линейки. Также я там из шланги сделал водяной уровень, отмерил высоту, чтобы она по всей длине была одинаковая, ровно, горизонталь. Вот и дальше уже с помощью линейки начал размечать, где именно клеить скотч. Это самый такой трудоемкий и нудный процесс, занимает много времени. Также в магазинах много продается готовых кирпичиков гипсовых, уже там покрашенных. Но именно я выбрал этот вариант, потому что первое — это стоимость. Мешок шпаклевки вот этой стоит столько же, сколько стоит 1 квадратный метр готовых кирпичиков, а мне здесь нужно будет сделать 20 квадратов, и я смотрю, что мне мешка шпаклевки 25 килограмм хватит, чтобы сделать всю эту стену. То есть это стоимость в 20 раз готовые кирпичики дороже обошлись бы, чем вот эти. Потом также надо все равно к тем готовым кирпичикам покупать клей, чтобы их наклеить, подготавливать изначально стену, чтобы были швы, либо их потом прокрашивать. Кирпичики готовые нужно подпиливать, если нам нужны какие-то кусочки, половинки, если их отдельно не продается. То есть это нужно пилять кирпичик, чтобы получить какие-то небольшие нужные нам части. А это опять же тратится на это время, плюс это пыльная работа, это надо либо ножовкой, либо болгаркой пилять. В общем, тоже особо не хотелось этим заниматься. И вот эти кирпичики можно регулировать размер, какой нам нужен. То есть мы можем рассчитать, распределить их равномерно. Если нам нужно ввести какую-то нишу, либо проем в стене, либо там какая-то будет мебель стоять, и нам надо как-то часть обрезать, либо расширить, то мы можем регулировать размер, ширину, длину кирпичика. Горизонтальные линии я размечаю, ручкой просто отмечаю. Вот на линейке сделал вот такой вот с линейки шаблончик, отметил маркером расстояния, которые нам нужны. И просто на стенке отмечаю через небольшие расстояния. Вот следующие также меточки ставлю. Вот где у нас сантиметр, это будет проходить здесь горизонтальная линия скотча. После того, как горизонтальные линии мы сделали, отмечаем вертикальные вот с помощью самодельного шаблона такого. И после того, как мы
можно, чтобы придать фактуру этим кирпичикам, можно их чем-нибудь пожмакать. Я беру для этого пакет, можно просто шпателем какие-то нанести полосочки. Я беру, делаю просто вот так вот легонько. Прикасаюсь пакетиком шпаклевки, и на ней остаются такие вот следы. Теперь наступает самый интересный момент. Начинаем отдирать скотч. Берем его с одного края. Вот так вот. И начинаем тянуть. В результате получилась вот такая вот стена. Подождем, пока она подсохнет, и нужно будет затереть края кое-где, и где остались вот такие вот острые наплывы. То есть мы это все сеточкой крупной сотрем, и получится вот такая, как вверху, более однородная. Потом мы ее прогрунтуем и покрасим.